Вечер в Лас-Вегасе должен был стать незабываемым по одной причине, но никто не ожидал, что он так быстро накалится до предела. Тысячи AR/MUI кричали, огни сверкали по всему стадиону, и энергия вокруг BTS была просто невероятной. Но затем, в один шокирующий момент, Чон Чингук внезапно расплакался после того, как Ким Тэхён сказал что-то, что заставило всю толпу замереть в тишине. Сейчас фанаты в интернете называют это самым эмоциональным моментом BTS в истории Лас-Вегаса. Что именно сказал Тэхён Чингуку? И почему Чингук полностью потерял контроль над своими эмоциями на сцене? AR/MUI по всему миру до сих пор не могут перестать говорить об этом душераздирающем и прекрасном моменте. Атмосфера вокруг BTS в Лас-Вегасе была напряженной с самого начала. С тех пор, как Чингук и Тэхён прибыли вместе с остальными участниками BTS, социальные сети взорвались видеороликами, на которых участники смеются вместе, приветствуют фанатов и готовятся к одному из самых масштабных концертов года. Отели по всему городу были заполнены AR/MUI со всего мира. Огромные баннеры BTS покрывали улицы, фанаты выстраивались в очереди за мерчем за несколько часов до рассвета, и каждое малейшее взаимодействие между Чингуком и Тэхёном мгновенно становилось вирусным в интернете. Однако за всем этим ажиотажем многие фанаты заметили нечто необычное в Чингуке во время подготовки к концерту. Обычно Чингук игрив, энергичен и постоянно шутит с участниками группы. Тем не менее, на нескольких фанатских видео Чингук выглядел тише обычного за кулисами. Некоторые фанаты даже заметили, что он долго смотрел в толпу во время репетиций, словно его уже что-то сильно тяготило. Тэхён же, тем временем, на протяжении всего мероприятия демонстрировал невероятную заботу о Чингуке. Во время саундчека фанаты заметили, как Тэхён неоднократно проверял Чингука, чинил ему микрофон и даже шептался с ним перед началом выступлений. Эти небольшие моменты мгновенно вызвали бурные обсуждения в интернете, заставив AR/MUI задуматься, не происходит ли между двумя участниками что-то более глубокое, о чем фанаты еще не знают. Наконец концерт начался. Стадион взорвался криками в тот момент, когда BTS появились на сцене. Чингук вышел со своим фирменным обаянием, одетый в черное с блестящими серебряными деталями под яркими огнями Лас-Вегаса. Тэхён последовал за ним, уверенно улыбаясь, пока толпа все громче и громче скандировала их имена. Энергия была просто кинематографической. Фейерверки озарили небо, а камеры запечатлели, как эмоциональные фанаты плакали еще до начала первой песни. В первой половине концерта все казалось идеальным. Чингук демонстрировал мощный вокал, Тэхён игриво общался с фанатами, а BTS исполняли хит за хитом, пока AR/MUI пели каждую строчку вместе. Но затем, в середине концерта, во время эмоциональной части, произошло нечто неожиданное. Один за другим участники BTS начали делиться личными мыслями с фанатами. RM поблагодарил AR/MUI за поддержку на протяжении всех периодов, Чимин рассказал о том, насколько значимым стал для BTS Лас-Вегас, а Джин пошутил, чтобы разрядить обстановку. Но когда настала очередь Тэхёна говорить, вся атмосфера внезапно изменилась. Тэхён помолчал несколько секунд, прежде чем что-либо сказать, и толпа постепенно затихла. Даже Чингук обернулся, чтобы внимательно посмотреть на него. Тэхён мягко улыбнулся, но фанаты сразу заметили нарастающее волнение в его глазах. Затем он посмотрел прямо на Чингука и сказал то, чего никто не ожидал. Он сказал: «Иногда люди думают, что Чингук всегда сильный, но они не видят, сколько он жертвует ради всех окружающих». Стадион мгновенно взорвался эмоциональными криками. Но Тэхён на этом не остановился. Он продолжил говорить, пока Чингук стоял совершенно неподвижно рядом с ним. Тэхён сказал, были моменты за кулисами, когда Чингук был измотан, ранен и эмоционально подавлен, но он все равно улыбался ради AR/MUI. Он все равно оставался сильным ради BTS. Честно говоря, я восхищаюсь им больше, чем он сам знает. В тот самый момент камеры приблизили лицо Чингука, и внезапно он расплакался. Не просто слегка всхлипнул, Чингук разрыдался полностью. Фанаты с шоком наблюдали, как Чингук опустил голову и закрыл лицо руками, а по щекам текли слезы. Толпа мгновенно растрогалась. Тысячи AR/MUI начали плакать вместе с ним, а некоторые фанаты даже кричали «Мы любим тебя, Чингук!» по всему стадиону.
Тэхён быстро подошел ближе к Чингуку и утешающе положил руку ему на плечо, жест, который за считанные минуты вызвал настоящий хаос в социальных сетях. Видеозаписи этого момента мгновенно распространились по TikTok, X и YouTube. Хэштеги вроде «Чингук плачет», «Тэхён утешает Чингука» и «BTS из Лас-Вегаса» стали трендами по всему миру менее чем через 20 минут после того, как это произошло. Но была еще одна деталь, которую фанаты заметили позже, многократно пересматривая видео. Прямо перед тем, как Чингук начал плакать, Тэхён тихо прошептал что-то прямо ему на ухо вне микрофона. Никто не смог полностью расслышать, что сказал Тэхён, и, естественно, эта загадка заставила AR-MUI-детективов работать на полную мощность. Некоторые фанаты считают, что Тэхён сказал Чингуку, как он им гордится. Другие думают, что он заверил Чингука в том, как сильно его любят фанаты. Несколько аккаунтов, пытавшихся расшифровать этот момент покадрово, даже пытались сделать это с помощью чтения по губам, хотя никто не смог полностью подтвердить точные слова. По иронии судьбы, эта загадка только усилила эмоциональную реакцию в интернете. Люди реагировали не только на слезы Чингука, они реагировали на подлинную связь между Чингуком и Тэхёном. Для давних поклонников BTS эмоциональная связь между двумя участниками всегда была чем-то особенным. За эти годы фанаты стали свидетелями бесчисленных моментов поддержки, утешения, хаоса и братства между ними. Но этот концерт в Лас-Вегасе ощущался иначе, потому что он был таким искренним и неподдельным. Не было никакого сценария, никакой игры, только чистые эмоции, разворачивающиеся вживую перед десятками тысяч людей. Сообщается, что эмоциональная атмосфера на стадионе оставалась напряженной даже после окончания концерта. Фанаты, покидавшие площадку, рассказывали, что слышали, как незнакомцы обсуждали момент с участием Чингука и Тэхёна, прогуливаясь по улицам Лас-Вегаса. Некоторые AR-MUI все еще плакали, пересматривая видео на своих телефонах. Одна фанатка даже написала: «Я приехала в Лас-Вегас, ожидая веселья и выступлений. Я не ожидала, что Чингук и Тэхён так эмоционально меня сегодня раздавят». Тем временем, спустя несколько часов, в фан-сообществах начали распространяться видеоролики, на которых Чингук обнимает Тэхёна за кулисами после концерта «Осмосис». Хотя видео короткие и размытые, на них, похоже, видно, как Чингук благодарит Тэхёна, а другие участники BTS улыбаются неподалеку. Это небольшое взаимодействие за кулисами только подстегнуло еще более эмоциональные дискуссии в интернете. Некоторые фанаты теперь считают, что Тэхён намеренно заговорил, потому что знал, что Чингук в последнее время молча переживал из-за давления. Другие считают, что речь была спонтанной и совершенно искренней в тот момент. В любом случае, всем, кто смотрел, стало совершенно ясно одно: слова Тэхёна действительно тронули Чингука до глубины души. В индустрии развлечений от знаменитостей часто ожидают совершенства, безупречности и эмоциональной сдержанности. Но то, что Чингук открыто плакал перед тысячами фанатов, напомнило людям, что даже у мировых суперзвезд бывают уязвимые моменты. Многие AR-MUI впоследствии похвалили Чингука за то, что он проявил искренние эмоции, а не скрывал их. Фанаты сказали, что его слезы заставили их уважать его еще больше, потому что это показало, насколько глубоко он заботится о BTS, участниках группы и фанатах, которые их поддерживают. Тэхён также получил огромную похвалу в интернете за то, как он справился с ситуацией. Вместо того, чтобы создавать неловкую ситуацию, он оставался спокойным, поддерживающим и эмоционально присутствующим рядом с Чингуком, пока тот не пришел в себя. И, возможно, именно это сделало момент в Лас-Вегасе незабываемым. Дело было не только в слезах, кричащей толпе или вирусных видео, дело было в чувствах. За всем этим стояло ощущение, что после всех этих лет славы, давления, мировых турне и непрерывных графиков связь между Чингуком и Тэхёном по-прежнему кажется невероятно настоящей. Когда концерт подошел к концу, Чингук снова улыбнулся и поблагодарил AR-MUI за то, что они всегда поддерживали BTS, что бы ни случилось. Тэхён стоял рядом с ним, тепло улыбаясь, пока фанаты продолжали скандировать их имена по всему стадиону. Финальный фейерверк взорвался над Лас-Вегасом, когда BTS помахали на прощание толпе. Но даже после того, как погас свет, фанаты все еще эмоционально переживали увиденное.
Иногда самые незабываемые моменты концерта – это не самые масштабные выступления, а моменты, когда эмоции становится невозможно скрыть. То, как Чингук расплакался после проникновенных слов Тэхёна, возможно, стало одним из самых эмоциональных воспоминаний о BTS, о которых AR/MY будут говорить еще долгие годы. Так что же, по-вашему, прошептал Тэхён Чингуку перед тем, как тот расплакался? Как вы думаете, Чингук все это время скрывал от фанатов эмоциональное напряжение? И был ли это один из самых эмоциональных моментов концерта BTS за всю историю? Оставьте свои мысли в комментариях ниже, потому что AR/MY по всему миру до сих пор обсуждают этот незабываемый момент в Лас-Вегасе. Не забудьте поставить лайк, подписаться и нажать на колокольчик уведомлений, чтобы получать больше новостей о BTS. До встречи в следующем видео.